17 июня стало переломным днем на финансовых рынках, ведь как только новый глава ФРС Кевин Уорш пошел в сторону жесткой политики, это запустило каскад последствий. Во-первых, теперь рынок полностью аннулировал любые шансы на снижение процентных ставок. Более того, сейчас закладываются повышения, и, например, Bank of America теперь ожидает 3 повышения по 0,25% до конца этого года. Разворот ФРС привел к тому, что индекс доллара пробил годовой максимум и продолжает идти вверх. Само собой, это вызывает давление на все, что связано с риском, в первую очередь акции и крипту. S&P 500 движется к закрытию четвертой красной недельной свечи подряд. В последний раз такое было после начала войны в Иране. Золото тоже падает, потому что геополитическая премия, связанная с Ближним Востоком, ушла. Серебро стабильно корректируется, акции SpaceX обвалились на 30% с максимальных уровней, и само собой биткоин со всем крипторынком не отличился. Цена биткоина все ближе к тому, чтобы сделать ретест локального дна на уровне 59 тысяч, а то и уйти в более глубокое снижение. Но подождите, война же остановлена. Сделку, да, криво-косо, но подписали, а нефть ниже $75. Почему же тогда рынки, причем все, так активно падают? Куда идет капитал? Друзья, все просто. Теперь ключевым драйвером, которым раньше выступала война, является именно политика ФРС, а также инфляция. Рынки закладывают жесткое повышение ставок, и поэтому первое, куда сейчас будет прятаться капитал, это, конечно же, облигации. Их доходность помогает резать инфляцию и максимально минимизировать риски. Поэтому сегодня, друзья, я бы хотел ответить на многие вопросы по рынкам, которые появились за последнее время. Я разберу реальную картину того, что сейчас происходит, куда на самом деле идут деньги с фондового рынка и крипты, стоит ли ждать обвала до конца месяца, и что самое главное, поделюсь своими сделками и торговыми идеями, как, например, по золоту, которое уже начинает постепенно шортить, по SpaceX, который льется вниз как мемкоин, и покажу, от какого уровня я хочу входить в лонги по битку. Знаю, что вам нравятся такие видео, где я наглядно показываю идеи для трейдинга, поэтому поддержите ролик лайком, чтобы было больше такого контента, а также пишите комментарии. $10 за прошлый комментарий забирает этот зритель, а мы, друзья, начинаем. Что ж, сегодня уже четверг, может у кого-то уже и пятница, смотря кто когда смотрит это видео, и неделя началась, я бы не сказал с обвала, но с довольно резкой коррекцией. Кто-то скажет, что это было непредсказуемо, но если бы вы были подписаны на мой телеграм, то вы заранее получили бы 3 мощных фактора волатильности, начиная с понедельника. Аналогичная ситуация с шортом золота, которую я разбирал, падением SpaceX и много чего другого. В телеграм, в отличие от YouTube, такую информацию можно получать максимально оперативно и сразу использовать ее для заработка, поэтому кто еще не подписан, ссылка в описании. Друзья, там есть много торговых идей на разные активы. Ну а мы давайте по порядку. Как я сказал в начале, все повернулось после новой риторики ФРС. До этого все жили в парадигме, ставку вот-вот начнут резать. Но теперь после речи Уорша, фьючерсы на ставку поехали вниз. И что мы видим? Bank of America, один из крупнейших игроков Уолл-стрит, открыто публикует прогноз: 3 повышения ставки на 25 базисных пунктов. Целых 3. До конца этого года. Рынок закладывается не просто на паузу в смягчении, рынок закладывает ужесточение. И здесь включается механизм, который называется принудительная переоценка риска. Когда стоимость денег растет, будущие денежные потоки компаний дисконтируются по более высокой ставке. Это автоматически бьет по оценкам акций роста, особенно технологического сектора, который надувается как пузырь на дешевых деньгах. Капитал это чувствует за квартал вперед. Но почему закладывается потенциальное ужесточение политики ФРС, если нефть по итогу упала? Инфляция же не должна теперь так сильно вырасти. Смотрите, падение нефти может быть не только историей про слабый спрос, но и про разрушение глобальных цепочек или накопление профицита. Но параллельно мы видим жесткий рынок труда и рост зарплат. И вот тут ловушка. Для ФРС снижение цен за товары, то есть дефляция предложения, перестает компенсировать рост цен на услуги, то есть инфляцию спроса. Простыми словами, бензин дешевеет, но стрижка, страховка и аренда жилья дорожают с дикой скоростью. Это базовая инфляция, и она засела очень крепко. Поэтому Уорш кричит о повышении. Они хотят задавить спрос в сфере услуг, даже ценой дальнейшего вала нефти и товарных рынков. Для них это контролируемый сдув пузыря активов, чтобы спасти рынок труда от перегрева. Падение нефти в этом контексте получается не повод для радости, а симптом замедления, который Центробанк готов усилить, лишь бы сломать саму инфляцию. И вот тут мы подходим к самому интересному, к миграции капитала. Когда Уорш и Bank of America говорят о повышении ставок, самый очевидный бенефициар – это рынок долга, то есть облигации. Мы видим классический flight to quality, то есть бегство в качество. Но меня поражает, сколько людей до сих пор не умеет считать реальной доходности. Они смотрят на инфляцию в 3-4% и говорят: облигации дают 5-6%, это всего лишь 2% чистыми, я лучше заработаю в акциях. Друзья мои, это фатальная ошибка. Давайте посмотрим правде в глаза.
Сейчас мы наблюдаем феномен положительной реальной ставки. Текущая инфляция стабилизируется или даже имеет риск упасть. И это связано с нефтью. А номинальная доходность коротких и средних облигаций находится на уровнях, которых мы не видели больше десятилетия. Реальная доходность, номинал минус инфляция, становится аномально привлекательной. Но почему это выгоднее акций? Потому что рынок акций – это рискованная премия. И если безрисковый инструмент дает вам гарантированные 2-3% сверх инфляции, то зачем вам лезть в S&P 500, где премия за риск сжимается до исторического минимума? Вы берете на себя риск коррекции в 20% ради потенциальных 6-8%, в то время как можете просто сидеть в бумаге и получать свои 5,5% без нервов. Рынок акций просто перестает быть привлекательным по соотношению риск-доходность. А что же с золотом? Здесь немного интересней. Золото – это актив, который не генерирует денежный поток. Когда реальная доходность по облигациям растет, альтернативные издержки владения золотом становятся запредельно высокими. Вы теряете возможность получать купон, просто держа этот металл. Поэтому классический крупный фонд смотрит на это просто. Зачем мне спекулировать на золоте без дивидендов, если я могу купить короткие облигации и иметь гарантированный кэшфлоу? Именно это давление мы сейчас и видим на рынке драгметаллов. И смотрите, что интересно я заметил за последний год. Сначала пошло золото. Это был хедж против геополитики и ожидания разворота ФРС. Умные деньги зашли на страхах. Когда золото перегрелось, капитал пошел в серебро. Оно всегда догоняет золото с лагом, как его младший брат. Игра в серебре была более волатильной и спекулятивной. Затем накачали фондовый рынок. Мы видели памп S&P 500 и особенно NASDAQ. Конечно же, по причине хайпа ИИ. Но теперь, когда квартал закрывается, что происходит? Управляющим фондам нужно показывать стабильный профит. Они не могут сидеть в кэше просто так. Им нужно обоснование перед клиентами. Им нужно ротировать активы, фиксируя прибыль в перегретых акциях. Но куда капитал пойдет дальше? По законам физики ликвидность сейчас будет вытекать из акций роста обратно в доллар и в короткий конец кривой доходности. Это сценарий великой ротации, о которой говорят Goldman и JP Morgan. Кстати, сам JP Morgan до 30 июня должен провести ребалансировку портфеля на 165 миллиардов долларов, что также дает о себе знать. То есть логика простая. Фондам нужно закрывать квартал в плюс. Если акции технокомпаний начинают давать трещину, а мы видим, как индекс упирается в потолок и падают объемы, профит нужно фиксировать. Самый безопасный способ сохранить бонусы и показать доходность – это переложить капитал в инструменты с фиксированной гарантированной доходностью. Облигации сейчас дают то, чего не давали 15 лет – доход выше дивидендной доходности S&P 500 при нулевом волатильном риске, особенно если держать их до погашения, то есть капитал перетекает от спекулянтов акций в облигации. Именно это сейчас и объясняет, почему фонда падает, золото падает и крипта тоже падает. Поэтому, друзья, первое, что нужно делать в таких ситуациях, это хеджировать спот-шортами, чтобы компенсировать просадки и даже выходить в плюс. Как раз таки это сейчас мы и делаем в нашей подписке Coin22 Pro. Основной прицел сейчас у нас акции SpaceX, уж больно хорошо не скатываются к цене IPO. Также мы шортим акции Nvidia и многие другие активы, потому что сейчас мы наблюдаем массовую коррекцию. В нашем подразделении Trade мы пошагово обучаем торговле. Также для хеджа активно используем опционы, а для тех, кто хочет выработать у себя системный подход к инвестициям, чтобы комбинировать торговые инструменты и активы между собой, у нас есть систем. Каждый ваш шаг подкрепляется поддержкой, сопровождением 24/7, а также мы собираем индивидуальные спотовые портфели на целый цикл. Вся информация есть по ссылке в описании, поэтому переходите, пишите и зарабатывайте сейчас, пока рынок падает, как это делают большие фонды. Но если подытожить то, что мы сегодня разобрали, какие самые потенциальные сценарии развития событий есть именно сейчас? Давайте рассмотрим горизонт 1-3 месяца, примерно июль-сентябрь. ФРС, вероятно всего, в июле снова стоит на месте. Уорш даст себе время дождаться летних данных. Первое повышение, если оно будет, то это не раньше сентября. Хотя насчет повышения ставок я скажу позже. Рынок продолжит выкидывать снижение из цен и закладывать ужесточение. Так что доходности, особенно на короткие облигации, будут держаться высоко и могут еще подрасти. То есть кривая поджимается. Капитал в этом периоде продолжает вытекать из перегретых металлов и из самых дорогих акций, и все активнее присматриваться к облигациям. Это и есть окно набора позиций в фиксированном доходе. Доходности у пика, цены привлекательны. По металлам будет движение в диапазоне с риском дальнейшего снижения. Если рынок поверит в 3-4 повышения, то золото могут продавить до уровня 3000. Но за золотом стоит фундамент из покупок центробанков, так что это будет не обвал, а коррекция. Акции держатся на прибыли, но волатильность растет, и любое подтверждение сентябрьского повышения бьет по дорогим акциям. Ну а
нефть, если условия сделки никто не нарушит, останется ниже уровня $75. Если рассмотреть горизонт 3-6 месяцев, примерно осень и начало следующего года, то здесь развилка определяется тем, кто прав по ставке. Сценарий А связан с жесткой ФРС. Если ФРС реально дает 3 повышения и поднимет ставку до уровня 4,25 и 4,5%, то доходность упирается в этот потолок. Именно это звездный час облигаций, потому что инвесторы будут сидеть за фиксированной высокой ставки, а впереди уже может быть разворот ФРС в начале следующего года. Это лучший расклад для тех, кто хочет зайти в рынок на дне. Если рассмотреть сценарий Б, то он умеренный. Сам энергетический шок выдыхается, базовая инфляция остывает, ФРС ограничивается нулем одним повышением, доходности стабилизируются. Тогда золото и серебро могут перезапустить свой структурный рост, потому что реальные ставки стабилизируются, а истории про обесценивание денег и фискальные дыры никуда не делись. И отдельно держите в голове хвостовой риск – это стагфляцию. Если инфляция останется липкой, а рост при этом затормозит за счет подтверждения от нефтяного шока и плюс тарифов, мы получаем худшую смесь – высокая инфляция и слабый рост. Это плохо и для акций, и для номинальных облигаций, но хорошо для золота. Это тот самый сценарий, где золото возвращается как защита. Поэтому я не хороню золото, я просто отвожу ему роль страховки в следующей волне движения рынка, если у ФРС что-то пойдет не по плану. Если совсем кратко, то мой базовый сценарий следующий. В ближайшие месяцы капитал волной перетекает из перегретого золота и дорогих акций в фиксированный доход. Фонды фиксируют высокую гарантированную доходность у пика ставок, чтобы закрывать кварталы стабильно и без риска. Акции держатся на прибыли, но идут с растущей волатильностью и под давлением. А на горизонте полугода, когда ставки упираются в потолок около 4,25-4,5%, облигации становятся сделкой с небольшой убежденностью заходить в пик доходности перед разворотом ФРС. Главный триггер слома, за которым стоит следить, это стагфляция. Если рост ломается вместе с липкой инфляцией, деньги развернутся обратно в золото. То есть, чтобы вам было понятно, сейчас, когда ожидается повышение ставок, основной капитал идет именно в облигации, потому что там понятная доходность, она гарантированная и стабильная. Соответственно, капитал из золота и риска в виде акций крипты уходит и идет именно в облигации. И это все происходит на фоне того, что ставки могут повысить. Но если ставки не повышаются, а остаются на стабильном уровне и появляются намеки на паузу и дальнейшее снижение, то мы получаем следующее. Капитал в золото не возвращается, потому что на рынок приходит риск. То есть лучше купить что-нибудь рискованное, чем просто идти в золото и ждать свою доходность. И третий вариант мы сможем узнать только после поступления новых свежих данных по экономике, а именно инфляции. Если инфляция останется высокой и при этом экономика начнет замедляться, то мы получаем ту самую стагфляцию, при которой за счет роста инфляции доходности от облигаций снижаются, и лучшим вариантом страховки будет покупка золота. То есть вот такая схема развития сценариев. Но давайте вернемся к биткоину. И сейчас по нему я ожидаю следующий сценарий. Исторически после каждого халвинга, примерно через 826 дней, формируется ключевой поворотный момент цикла, после которого рынок постепенно приходит к финальной капитуляции и основному дну медвежьей фазы. Обычно от этого момента до формирования главного минимума проходит еще примерно 70-110 дней. Если накладывать это движение на текущий цикл, то зона 826 дней после халвинга приходится примерно на конец июля, а значит потенциально основное дно может сформироваться в районе октября-ноября. Это может соответствовать диапазону примерно 55, 53 и 50 тысяч долларов. Но важно понимать, я не жду, что мы просто одним прямым пролетом уйдем вниз к этим уровням. В прошлых роликах я уже говорил, что в июле нас потенциально может ждать бычья ловушка, то есть отскок биткоина в район 70 тысяч, после чего рынок снова начнет постепенно разворачиваться вниз. Именно поэтому сейчас моя задача попробовать поймать лонг по биткоину в зоне 58-58,5 тысяч долларов и протянуть это движение к диапазону 67, 68 и 70 тысяч. Но уже там по моему базовому сценарию рынок может столкнуться с новым откатом и очередной волной давления. То есть сначала я дожидаюсь тестирования этого диапазона, затем движение вверх, а уже после этого постепенно разворот вниз с потенциальным тестированием этой области этой осенью. Поэтому сейчас я буду следить, как цена поведет себя в этом диапазоне, удержим ли мы поддержку, и если я увижу, что рынок слабый, то точку входа опущу ниже. Но самое главное, что я хочу поймать локальный отскок. Также сейчас я внимательно слежу за золотом. Я сейчас рассматриваю не вход в шорт с текущих уровней, а именно вход на локальном росте. Почему? Потому что после сильных движений вниз рынок редко идет к основной цели, одной прямой линией. Очень часто перед большим снижением появляется финальный отскок вверх. Это принцип с биткоином. Часть игроков начинает снова покупать защитные активы. Кто-то закладывается на геополитику, кто-то ждет смягчения политики ФРС, кто-то просто закрывает короткие позиции. Все это может дать золоту краткосрочный скачок вверх, но для меня такой рост будет скорее возможностью набрать шорты, а не поводом менять общий сценарий. Первые тестовые позиции по золоту я уже открыл, но основной набор я планирую делать именно лесенкой. Первый добор я рассматриваю в районе 4250, это около 25% от полной позиции. Если рост продолжится, то следующая зона добора 4400, там я готовлю еще 35%, и финальный добор я рассматриваю на уровне 4500, но только если я вижу
вижу признаки слабости и неспособность рынка закрепиться выше. Для всей идеи у меня будет один общий уровень отмены сценария – 4600. Если золото уходит выше этой зоны и закрепляется там, значит моя гипотеза по снижению была неверной, и свою позицию я закрою. По фиксации прибыли план такой. Первую часть, 40% позиции, я буду фиксировать в районе 3,5, после этого остаток позиции можно будет переводить в безубыток. Вторую часть 3,5 я планирую фиксировать в районе 3200 и финально 30% я оставлю на уровне $3000. То есть я не пытаюсь угадать идеальную вершину. Я жду локальный рост, использую его для постепенного набора позиций и заранее понимаю, где мой сценарий ломается, а где я буду фиксировать прибыль. Ну и конечно же это идея на 3-6 месяцев, в рамках которых я буду следить за новыми экономическими данными и на основе их принимать решения. Подводя общий итог, мы видим, что нефть упала, но инфляция уже живет свою жизнь. Ее шлейф спокойно может дотянуться до 4-8%, потому что рост цен перекинулся в услуги и зарплаты. ФРС это понимает, и под давлением Трампа, скорее всего, не пойдет на реальное повышение в ближайшие полгода, а Уолл сейчас просто отрабатывает спектакль независимости, мол, мы готовы бороться до конца, но по факту ставку не тронут, хотя легче не станет. Инфляция продолжает резать реальную доходность, и экономика будет оставать сама. Капитал уже сделал круг. Золото, серебро, акции. И теперь финал в коротких облигациях. И в эту игру постепенно может вступить JP Morgan с ребалансировкой портфеля на $165 миллиардов. Поэтому в рамках 1-3 месяцев мы можем увидеть ложные развороты с тестированием локальных минимальных диапазонов, а уже ближе к осени, тем более зиме, мы сможем получить первые реальные признаки разворота рынков. В принципе, как-то так. Конечно, сегодня мы не затронули еще многие другие факторы, как, например, ставку ЦБ Японии, обвал рынка Кореи, carry trade, но все это я публикую у себя в Telegram. Так что, друзья, переходите, там я делюсь своими сделками, подписывайтесь на канал, ставьте видео лайк, пишите в комментариях ваши прогнозы и увидимся в следующем видео. Вам желаю удачи, до скорых встреч!